Прямо сейчас, пока вы едите пирожок с капустой в условной Беларуси. Россия, смотри, какой у меня пирожок есть. Тогда давай зерно в компенсацию. ВВП стран Африки вырастает стремительно. Однако на фоне типичных бедных и нестабильных стран выделяется Руанда. На территории этой страны длительное время жили племена скотоводов Тутси и племена земледелицев Хуту. Колонизировали Руанду только в 19-20 веке немцы, а после Первой мировой войны ее передали Бельгии. Из-за этнических разногласий она запросто смогла сдержать контроль над колонией. Но во второй половине 20 века африканские колонии массово получали независимость, собственно, как и Руанда. Так, значит, тут вы нам убытки приносите, вас еще и совок поддерживает. Ну ладно, получайте независимость ты и ты тоже. Так вот, помните про этнический состав? Власть в стране взял никто иной, как представитель Хуту. В 90-е это привело к страшной гражданской войне, где Хуту, возглавляемые Жувеналем Хабяриманой и поддерживаемые Заирским Конго и Францией, воевали против Тутси во главе с Полем Кагаме. В ходе войны Хуту при поддержке Франции массово истребляли взрослых мужчин Тутси, вследствие чего в Руанде ныне большой процент женщин. Но в итоге Тутси все же победили. Да, страна разрушена, так еще и на голову свалились две конголезские войны. И начинается следующий этап – развитие Руанды. Во многом Поль Кагаме руководствовался успехами Сингапура и Китая. К слову, в столице созданы особые экономические зоны, обеспечивающие улучшение ситуации в городе. Улицы крупных городов Руанды чисты, инфраструктура в Кигале современная, и там даже проходил саммит Содружества. Руанда совершенно не причастна к английской короне, но это скорее всего связано с опытом Сингапура. Страна с китайским, малайским и тамильским населением начала считать своим первым языком английский, что было обусловлено прогрессом информационных технологий. Говори, я записываю. Я заставил население учить инглиш, словно он их родной. А что с прежними языками делать? Их тоже учить. А ты что думала? Уровень убийств в Руанде гораздо ниже, чем у соседей. ВВП за 20 лет вырос более чем в 10 раз. Однако, это еще не значит, что Кагаме уже завершил процесс развития страны. Ему явно предстоит сделать многое. Кстати, Руанда пересекла границу ДР Конго буквально на днях. Посмотрим, не прервет ли это полосу удач Руанды. Всем спасибо за просмотр. Если вам интересен мой контент, подписывайтесь на мои каналы в Ютубе и Телеграме, ставьте лайки и до свидания.